Чтобы сделать забавный символ года змейку на сосульке, возьмите отрезок проволоки 35 сантиметров. Делаем петельку. Очень плотно заворачиваем в фольгу. Оклеиваем кусочками салфетки клеем ПВА, разведенным водой. Но лучше заварить клейстер из воды и муки. С ним гораздо проще. Эта техника папье-маше называется марширование. Пропитанные клеем кусочки бумаги выкладываем внахлёст. Хорошо прижимаем, выгоняя воздух. Тесьму, которую я отрезала от старой одежды, можно заменить любой фактурной тканью. В этом проекте нам понадобится много чего. Смешанная техника предполагает использование различных материалов, но обещаю, все они будут простыми и доступными. Шов делаем на пузике. А кончик хвоста склеиваем универсальным клеем. Наношу клей ПВА, разведенный водой. Слегка смачиваю водой, покрываю не толстым слоем самозатвердевающей массы для лепки. Лепим мордочку. Приглаживаю мокрой кистью. У меня масса марки Jovi. Подойдет бумажная глина или другая любая масса для лепки. Ватный диск хорошо пропитываем клеем ПВА, разведенным водой 1 к 1. В прошлом видео «Змея на бутылке», ссылка будет в описании, зрители хотели увидеть язычок. Клей универсальный. Грунтую коричневым акрилом. Методом сухая кисть выделяю фактуру и окрашиваю голову в цвет охра. Затем тем же методом белила. Послойное окрашивание также характерно для смешанной техники и дает интересный эффект. Патинирую охрой, разведенной водой. Краска должна быть прозрачной.
пузика самая светлая часть змейки. Добавляю кое-где золотой акрилик, разведенный водой. Выделяю фактуру металлизированным воском, который можно заменить акриловым металликом. Теперь змейке можно придать любую форму. Моя будет обвивать сосульку, но можно сделать ее в любой позе. Не поверите, мне нужно было просто освободить пистолет от остатков клея. Ждем несколько секунд и придавливаем мокрым пальцем. Воспользовавшись молдом, корону можно было сделать из любой массы для лепки. Но теперь у вас есть еще одна возможность. Наношу клей для потали. У вас ее нет? Отливки из клея можно окрашивать акриловой краской. Я вставила бусину подходящего размера. Приклеиваю на универсальный клей. Из этого сделаю сосульку. Тонкую бумагу приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Делаем несколько слоев. Верх заготовки утолщаем дополнительными слоями бумаги. Сушим и грунтуем белым акрилом, затем голубым, разведенным водой. Если у вас нет горячего клея с блестками, посыпьте блестки на обычный, пока он не застыл. Тонкую проволоку можно заменить леской. Если у вас не найдется красивых бусин, то можно любые покрыть акриловой краской, блестками или лаком для ногтей. Проволоку или леску лучше взять подлинней. Проще будет закрутить петельку, а концы спрятать в бусину. Мне пришлось короткие концы зафиксировать обжимной концевой бусиной. Из одного конца сделала петельку, обернула второй конец вокруг нее. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.